Я даже не знаю, с чего начать. Ну, начнем сначала. Всем привет, это снова Тамара, это снова Mobile Legends, и у меня горит. Горит очень сильно, горит ниже спины. Обычно ютуберы говорят, возьмите с собой чаечек, там печеньки. Сегодня можете брать мясо, вот серьезно, у меня горит сильно. И я расскажу почему. Началось все с того, что до этого я играл в рейтинг, и у меня была полоса в 10 побед. 10 побед подряд. Я играл на разных ролях и всегда выигрывал. Все было отлично. Я даже боялся, я думал, ну что это такое, ну это же пройдет скоро, да? И как вы поняли, раз это видео здесь, это прошло. Так как начало и сам чат захватить не удалось, потому что я почему-то решил не записывать этот ролик, хотя я прям чувствовал, что эта катка будет максимально слита. Но я вам расскажу. Мне довелось первым выбирать героя, и я взял Хуфру. Я писал этим людям в чат, говорил, что я готов свапнуть. Покажите, на ком вы хотите играть. Из всех этих личностей только вот этот чел показал, что хочет играть за Лейлу. И я как бы подумал, ну играть за Лейлу в рейтинг это удел либо слабоумных, либо очень умелых игроков. И раз он играл на ней, по-моему, 250 с чем-то там каток, я решил, ну хрен с ним, ладно. Может быть он действительно тащит. Все-таки Лейла, она в принципе не дно. То есть на ней можно хорошо тащить. Вот эти два человека, которые выбрал Дариуса и Заска, с самого начала начали ныть. Только не Лейла. Не дайте ему взять Лейлу. Это будет сразу луз. Мы проиграем. Ни в коем случае не давайте Лейлу. Они даже на полном серьезе обсуждали мысль забанить Лейлу. Чего, блять? Из двух банов, доступных в рейтинге, которые можно потратить на то, чтобы законтрить Харита, Эсмеральду, того же Линга сучьего, да? Они решили потратить на Лейлу. Я молчал. Пускай делают, что хотят. Но в итоге я беру танка. Слава богу, они все-таки не потратили бан на Лейлу. Эти двое продолжают ныть, что все, мы проиграем, Лейла заруинит, дальше нет смысла что-то пикать. Ну и, собственно, мы начинаем игру. Лейла с самого начала сказала, что ей очень нужен фарм, я решил его сопровождать. То есть, ну, я знаю, что Лейле очень нужен фарм, она совсем не начальный герой. Ну окей, пока что оставил Лейлу, бегу с Ханзо, чтобы помочь ему украсть баф противника. Как правило, в рейтингах противники контролят свои бафы, зная, что есть Ханзо. Но в этот раз они решили так не делать, ну и в итоге баф у нас. Отлично. Я возвращаюсь на линию к Лейле. Мы с ней предпринимаем попытку забрать крипа, чтобы она подхилилась. На нее нападает Наташа. Божественный стан от короля, мастера этой игры. В итоге Лейла забирает хил, Ханзо забирает монетку. Я прыгаю, потому что где-то там бегала мышь. И вот они врываются, решают забрать Лейлу, но боженька на танке защищает ее как может. И это был очень хороший ганг со стороны противников. Ханзо слит. Лейла все-таки забирает одного. Я забираю Лилию. Знаю, что где-то там бегает мышь. Провоцирую ее на атаку и забираю еще и Наташу. Отлично. В принципе, хорошо разменялись. Быстренько бегу к Заску, чтобы помочь ему забрать баф. Так, ну тут уже моя промашечка, потому что я не успел вовремя обратить внимание на ганг. Врываюсь, ну, это было не совсем божественно, конечно. Ну, в принципе, ничего, это начало игры, к тому же у них есть Ангела, нормально. Не страшно, разменялись. Они забирают черепаху, Ханзо использует свою ульту, чтобы фармить крипов. Вот он мог использовать ульту, чтобы посмотреть, забирают ли противники черепаху. Но нет, он решил этой ультой забрать крипов, блять. Окей, ладно. Может быть это какая-то тактика, и он ее придерживается. Хорошо. Psych! You serious? Вместе с Лейлой пытаемся давать отпор, но все-таки лучше, конечно же, отступить, потому что там кусты, возможно, мышь. Они забирают монетку, я пытаюсь монетку хоть как-то отвоевать. Лейла, видимо, не хочет, монетка ей нахер не нужна. Я даю ей команду отступать. Ну, конечно, меня забирают, я не знаю, почему она меня не поддержала, но как бы ок. И вы знаете, показательная ситуация. Лейла одна, стоит вверху. Хер бы кто пришел на помощь. Ну ладно, Заск, он там на миду сражается с Лили. Ханзо просто бьет крипов. Ему даже не приходит в голову мысль помочь Заску, помочь Лейле, которую там втроем пытаются забрать. Нет. Дариус вообще внизу, что он спит. Я не знаю, что он там делает внизу, но он просто тупо стоит. И все.
Врываюсь в мышь, не даю ей убежать. И вот почти ее забираю, но... Fucking bitch. Врываюсь в Тамуза. Приходит на помощь Ангела. И в итоге я умираю от Тамуза, на которого прилетела Ангела. Но умираю я не просто так, а впитав урон и забрав в себя контроль. То есть, нормально разменялись. Смотрите, как ультует Ханзо. Впритык, блять. Он просто встал впритык и ультует. Но это просто уже все. На черепаху всем уже похуй давно. Какая черепаха? Кому она нужна? Я замечаю, что Лилия ошивается внизу. Хочу ее забрать. Вижу, что рядом со мной бежит моя Тима. Думаю, ну окей, это самый момент, чтобы ворваться. Вырываюсь в одного, пробегает Тамуз. И где моя Тима? А, Тима ушла, блять. Потому что они решили крипов побить у башни. Dream Team просто. Вот они видели, что я бегу. Они видели, что я врываюсь. Но никому даже не пришло в голову идти за мной. Ханзо опять использует свою ульту, чтобы подбивать крипов. Блять, серьезно, что он делает? Зачем он добивает крипов ультой? Вот зачем? Вот он... Я уже не понимаю, что происходит, блядь. И вы знаете, что обидно? Вот вообще этого ролика бы не было, если бы эти два петуха с самого начала не выебывались и не понтовались. Вот они все выеживались, мол, типа, Лейла заруинит, из-за Лейлы проиграем, не давайте Лейлу. В итоге Лейла тащит, ну, по мере сил, но тащит. А эти два, блядь, просто сливаются. Вот Ханзо опять пролетел на ульте. Что он пытался сделать? Я не понимаю, зачем он здесь? А Лейла молодец. Правда, пару раз она меня кинула, да, когда могла помочь, но в принципе она молодец, она играет, она фармит. И знаете, что самое показательное? Она не ноет. Он просто взял Лейлу. С самого начала он сказал, что мне нужен фарм, и я отыграл 250 каток на Лейле. Окей. Эти два уебка, блять, с самого начала ныли, с самого начала моросили в чат, что Лейлу, не давайте Лейлу. И знаете, почему он сейчас стоит? Вы думаете, у него пинг или что-то случилось? Нет, он стоит, потому что он нашел время в рейтинге попиздеть в чат. Вот да, чата сейчас нет, потому что это реплей, но я-то помню, он тупо стоял и пиздел в чат. В рейтинге, блять. А вы думаете, почему я сейчас стою на месте? А уже похуй, потому что уже понятно, что игра слита. У меня уже на этом моменте окончательно сгорело, я тоже стоял и пиздел в чат. И да, я тоже сделал плохо, да, я знаю, что я не люблю ныть, но здесь у меня просто сгорело не от того, что они плохо играют, а от того, что они, сука, с самого начала выпендривались, а в итоге тот чел, на которого они выпендривались, еще начал тащить, а они просто фидят, блять. Если бы в самом начале не было вот этого вот нытья и понтов вот этих вот, что типа из-за Лейлы мы приебем, я бы вообще ни слова не сказал. Я никогда не бомблю на тех, кто плохо играет, но просто, сука, не выебывайся тогда, блять. Ну нет, они выебываются, еще и фидят, блять, а он еще стоит и в чат пиздит, в рейтинге. Ну нормально, да, когда каждая секунда дорога. Окей, опять на миде какая-то суета. Я решаю все-таки прийти. Дариус традиционно погибает. Я делаю одно убийство. Второе убийство. Тем временем внизу идет лорд, Ханзо делает что-то наверху, Заск в лесу, блять, сливается. Зачем? Что они делают так далеко от базы, когда идет лорд? Я не понимаю. Ханзо опять ультует, чтобы добить крипа, блять. Я уже просто не могу, девочки, я плачу. Ханзо спокойно добивает крипчика внизу. Он уже, наверное, забыл, что там где-то есть Наталья, да? Но в итоге Наталья ему подсказывает, что она все еще есть в игре. Вот знаете, почему я сейчас стою на месте, не двигаюсь, да? Потому что я пишу в чат противникам о том, что эти два дебика с самого начала ныли, что Лейла заруинит, а в итоге они сосут член, а Лейла не руинит. Да, у меня сгорело. Да, я знаю, что проявлять такую токсичность нельзя, но у меня уже сгорело. Нет плохой игры, нет. Мне пофигу, кто как играет. То есть я понимаю, что даже в рейтинге бывают такие дни, когда, ну, не прет, когда тебя переконтрили, перефармили, когда тебя там с самого начала гангали, ну все может быть, хрен с ним. Там, не знаю, настроения нет, может быть тильт, все может быть, человеческий фактор, похеру. Но когда ты с самого начала выебываешься и руинишь при этом, просто иди нахуй. Пытаюсь спасти Лейлу, ничего не удается, но в итоге у меня череда убийств. Я не стилю. Божественная ульта от Дариуса в крипа. Зачем-то, я не знаю. Ладно, если бы он просто промахнулся. Но враг уже был далеко. Такое ощущение, будто он просто целенаправленно добил крипа ультой. Я на топе сливаюсь как сучка, потому что все. Потому что уже похеру, просто вот все.
Мы уже никак не вытащим эту игру, серьезно. Наталья убивает Заска, который тоже почему-то не стал играть от дефа. И тут Ханзо, видимо, приходит в голову мысль. Если Наташа убила Заска, значит она теперь убежала и в лесу ее нет. Пойду-ка в лес. Хоп. Дариус врывается в Наташу, Наташа делает килл. Просто потому что. Я не знаю почему. Похуй. Видимо, уже всем похер на эту игру. Но я действительно пытался не заруинить, я действительно пытался что-то сделать. Я хотел выиграть, я не хотел терять свою полосу побед. Лейла заруинит, блять. Не давайте Лейлу. Вот он опять прилетел на своей ульте, что он пытался сделать? Ну и тут у меня уже все пошло по пизде. Я не ожидал, что Ханзо прилетит, не ожидал, что придется так его спасать. Но, слава богу, он выжил. На этом моменте я уже предпринимаю очевидное решение защищать тупо Лейлу, потому что надежды на всех остальных нет, но в итоге Наташа все-таки ее крысит. Ну и в итоге мы пососали, короче, да. И давайте просто посмотрим на счет и на сборки. Напоминаю, вот эти два уёбка с самого начала игры ныли о том, что Лейлу давать не надо, Лейла заруинит. Посмотрим на счет. Ну, очевидно, что эти ребята шарят. Они прям молодцы, они так уверенно говорили, что Лейлу надо забанить, не давайте ему Лейлу, мы проиграем. К Ханзу, в принципе, у меня претензий нет, потому что здесь очевидный контрпик. Хотя нет, претензии есть. Нахуя брать в рейтинг Ханзо? И зачем ультовать так плохо? То есть, ладно, если ты промазал ультой, ну бывает, ну все может быть. Но когда ты за Ханзо впускаешь ульту за 2 шага от себя, рядом с противниками, это клиника. И, кстати, на момент записи я не обратил на это внимания, но сейчас давайте посмотрим. Смотрите, Алукард. У него очень хороший вампиризм, то есть он хилится от базовых атак. Ангела, она лечит себя и союзников. Наташа за счет этого предмета лечится от базовых атак. Тамуз лечится от своих навыков. 4 персонажа, которые имеют хороший отхил. И знаете что? Никому из нашей команды не пришло в голову собрать антихил. Никому. Я могу понять, что Ханзо он в принципе не нужен, потому что его суть не в этом. Ну, например, Заск с его кастами мог бы собрать себе антихил, но нет, он предпочел купить себе пробивание. Вот поэтому я не захожу в рейтинги.